В этом видео я расскажу свои впечатления о полете на легендарном Airbus A380. Так ли он хорош на самом деле и что ждет вас на борту за 10,5 часов полета между Сан-Франциско и Лондоном на борту British Airways. Приятного просмотра! Наше путешествие начинается в аэропорту Сан-Франциско, международный терминал 1. В 2021 году после реконструкции новый терминал был назван в честь гражданского активиста Harvey Milk Terminal 1. Harvey Milk – первый открытый гей в США, избранный на государственный пост и выступавший за права гомосексуалистов. Ребята с неприязнью к меньшинствам, будьте аккуратнее, когда полетите в Сан-Франциско, а то пацаны на районе не поймут. Вообще, людям с традиционными взглядами в Калифорнию ехать не рекомендуется. Это самый либеральный штат в США, здесь все разрешено, и каждый человек важен и нужен обществу, каким бы он ни был. Свои перегибы, конечно, тоже есть, но в целом здесь в основном счастливые лица у людей, а значит, такой расклад жизни многих устраивает. Речь, конечно, не про маргиналов и бомжей, хотя вроде как и им здесь тоже неплохо живется. А про Харви Милка, разумеется, снят фильм с одноименным названием с Шоном Пенном в главной роли. Аэропорт большой, рейсов много. По состоянию на начало 2023 года он занимает 14 место среди наиболее загруженных аэропортов США. По дизайну и развлечениям никаких изысков, все просто и функционально. А вот и главный герой сегодняшнего видео. Огромный двухэтажный Airbus A380-800 Super Jumbo. A380 – это крупнейший пассажирский лайнер в мире. Всего был выпущен 251 самолет данного типа. В нашем самолете 469 мест. Мы как раз идем к нашему гейту А11. А вот во второй раз мы спускаемся по эскалатору, когда объявили посадку. Почти 500 человек начинают собираться в очереди на посадку. Процесс это долгий и утомительный. Мы не любители занимать очередь задолго до начала посадки, поэтому почти полчаса наблюдали, как в самолет тянутся люди. Кстати, перед полетом мы зашли в Duty Free, купили пару мелочей в дорогу, а вот на кассе товары нам не выдали. Их выдает по чеку специальный сотрудник уже после того, как зайдешь в гейт. А мы заходим в самолет, наши места в нижней части салона, почти в самом хвосте. Слева от входа остался первый класс, мы проходим ряды с сиденьями бизнес-класса. Экипаж уже разносит приветственные напитки, сиденья выглядят очень удобно, но не в этот раз. А вот и наш экономический сегмент начинается, и сразу женщина смотрит прямо в душу, мол, бегите, глупцы. Да ладно, мы и не такое видали. Мы потихоньку пробираемся к нашим местам через весь самолет. Посадка происходит под торжественную классическую музыку. На нижней палубе места в экономе расположены по схеме 3-4-3, на верхней 2-4-2. Думаю, что на верхней палубе должно быть удобнее. Но у нас выбора не было, самые дешевые билеты наши все. Поэтому мы сидим здесь, внизу в хвосте. Наши путешественники наверняка летали на подобном самолете. Их основной эксплуатант – это компания Emirates. Каждый день выполняет рейсы из Москвы в Дубай. А у меня появилась возможность полетать на одном из 12 A380, находящихся в эксплуатации British Airways. К сожалению, проект этого лайнера был признан экономически провальным, и производство окончательно свернули в 2021 году. Большинство авиакомпаний постепенно отказываются от него, так как потребность в таких больших самолетах становится все меньше. К тому же у него 4 двигателя, что предполагает большой расход топлива, чем у других современных средне- и дальнемагистральных самолетов. Нужна почти полная посадка в самолете, чтобы рейс был коммерчески целесообразным. И первая неприятность сразу пришла откуда не ждали. У нашей соседки был рюкзак, который она не хотела класть на багажную полку, а в этом самолете у места рядом с окном есть короб для развлекательной системы, который съедает почти все место для ног, или для ее рюкзака. Поэтому часть его лежала так, что мешала протянуть ноги вперед нам. Казалось бы мелочь, но полет длинный, ноги затекают. Ну да ладно.
Мы тем временем двигаемся к взлетно-посадочной полосе. У British Airways довольно забавный и интересный ролик по безопасности. Your attention is essential, as this may differ from any aircraft you have flown on before. What? Of course, our attention is not what it used to be. Smoking, vaping, and the use of e-cigarettes is not permitted anywhere whilst on board. Including the toilets, which have smoke detectors in them. I'm going to put my seatbelt on. I had a banana. Personal devices should have their flight safe mode enabled now. We're taking off, Mum. I love you. Handheld devices must be held securely or placed into a pocket. Larger devices, including laptops, must be switched off and placed in your luggage for takeoff and landing. I wasn't feeling that story anyway. Please unplug your devices from the socket. They must also be switched off and unplugged when not being used during the flight. If you lose your device within the seat, please don't move the seat yourself. Ask a member of the crew for some help. Hand baggage must be placed securely under the seat in front of you. Or carefully above in an overhead locker, so it doesn't block any aisles or exits. Sorry. It's fine. Please check your seatbelt is fastened securely and worn whenever the signs are on. You know what this means? Belt. It is fastened and adjusted like this and opened like this. For your comfort and safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times. If the cabin air supply fails, oxygen will be provided. A mask will appear automatically. If you're wearing a face mask, please remove it before putting on the oxygen mask. Stay in your seat, pull the oxygen mask towards you and place it over your mouth and nose and breathe normally, adjusting the band to secure it. Please note the bag may not inflate. You may need to pull on the coloured streamer to release your mask. Ensure your own mask is fitted before helping anyone else. Your life jacket is underneath or beside your seat. If required, remove the jacket from its container and pull it over your head. Pass the tapes around your waist and secure in a double bow at the side. To inflate, all the red tubber is shown. The air can be topped up by using this mouthpiece. There is a whistle and a light for attracting attention. And who does not love attention? Please do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Should we need to evacuate, move quickly to the nearest usable exit, taking nothing with you. Low-level lighting will guide you to an exit. All exits are clearly marked and are being pointed out to you now. Please locate your nearest exit. Remember, it may be behind you. Opening the doors automatically inflates the evacuation slides. High heel shoes must be taken off, as they may tear the slide. Please now check your seat is in the takeoff position with the armrest down. Your table folded away. Personal devices unplugged. And window blinds are open or set to clear. If you have a footstool or a video screen, please store these now. All this important information can be found on your safety card in your seat area. This includes brace positions. This is the brace position. If you're facing towards the rear in our Club World cabin, you should adopt this brace position. Please have a good look at your safety card before we depart. And if you have any questions, just ask your cabin crew. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your attention. We hope you have a pleasant flight. And wherever you go, Whoever you see, stay safe. Look after each other. And never change. Yeah, Mr. Seaman. Ну что же, а вот и долгожданный взлет.
Место у нас не у окна, поэтому приходится смотреть на виды залива Сан-Франциско издалека. После набора высоты принесли закуски, упаковка прецелей и напиток. Я взял томатный сок по традиции. Развлекательная система весьма простенькая, я от скуки решил поиграть в какую-то игру. Нужно летать на космическом корабле и стрелять по астероидам. Решил увековечить свои достижения в игре, жаль только название канала написать не догадался. Нам принесли горячее питание, паста, печенька, салат, десерт, масло, хлеб и кусок сыра. Супруга взяла себе пюре с курицей. После ужина принесли горячие напитки. Не сказать, чтобы еда была вкусной или чем-то запомнилась, скорее она была нейтральной. Мы уже приближаемся к Туманному Альбиону. Нам принесли английский завтрак, яичница, фрукты и маффин. Яичница мне не понравилась, все остальное было приемлемо. Несколько часов нам удалось поспать. Самолет из-за своих размеров летит очень плавно, больше похоже на поезд или автобус на ровной дороге. Что же, пока мы приближаемся к Хитроу, хочу подытожить свои впечатления от этого летающего гиганта. Эконом-класс в этом самолете у British Airways я порекомендовать не могу, и при прочих равных выбрал бы Boeing 777 American Airlines. Посадка на A380 занимает очень много времени, масса людей на борту, очереди в туалеты, долгое обслуживание и питание на 3 из 5. Сиденья не слишком комфортные, система развлечений с устаревшим джойстиком также проигрывает многим конкурентам. Я допускаю, что в бизнес-классе или даже на верхней палубе в экономии ощущения могут быть совершенно противоположными. А может, я был в расстроенных чувствах от того, что отпуск заканчивается и нужно лететь назад. Но тем не менее, в следующий раз я скорее всего выберу другой рейс. Или как минимум другое место. Потому что сам самолет интересный, и в ближайшие годы, я думаю, возможностей полетать на нем будет все меньше и меньше. На начало 2023 года в мире оставалось 10 авиакомпаний, у которых в эксплуатации есть эти самолеты. А в ближайшее время от них планирует отказаться еще и Qatar Airways, один из двух перевозчиков, который эксплуатирует несколько A380 и при этом летает в Россию.
А мы тем временем заходим на посадку. Предлагаю послушать, с каким звуком приземляется с неба 350 тонн. Dear passengers, a very warm welcome to London Heathrow Terminal 5, the home of British Airways. It's now 13 minutes past 2 in the afternoon. Please remain seated with your seatbelt secure fastened. Until the fasten seatbelt sign has been switched off, you may now make intrusive calls. Installations of the services on your handheld electronic devices. When it is safe to leave your seat, please do take care when opening your overhead lockers as items may have moved and could fall out and cause injury. Вот такой путь мы проделали за 10,5 часов. Самолет еще около 20 минут кружил над Лондоном из-за большого количества рейсов в Хитроу, так что мы прилетели на полчаса позже расписания. Через 4 часа у нас рейс до Стамбула и далее в Москву, поэтому двигаемся дальше.